Всем привет! Сегодня изготовим самый такой простейший зажим для денег. Для этого у меня есть такая проволочная скоба металлическая и кусочек кожи. Изделие в какой-то степени тренировочное, потому что я хочу немножко усложнить задачу и сделать на нем теснение. Кожу для этого я уже подготовил изначально, пропитал водой. Сейчас она подсыхает. Как бы состояние еще не то, на котором как бы можно теснить, но я сейчас буду вырезать нужный размер нашего кусочка. И я думаю, уже под конец кожа примет требуемое состояние для того, чтобы ее можно было протеснить. Что касается размеров, значит, сама ширина нашего зажимчика, она 8 сантиметров. То есть нам нужна заготовка шириной 8 сантиметров. По длине я померил купюры, то есть в сложенном состоянии они тоже там где-то 75 миллиметров, 80. В общем, плюс нам нужна вот здесь загибка где-то полтора сантиметра. Поэтому общий размер, как бы длина нашей заготовки будет 19,5 сантиметров на 8 сантиметров. Сейчас приступаю к работе, а все пояснения дам уже в конце видео.
Вот, собственно, готовый прижим. Изделие очень простое, и это, на мой взгляд, идеальный вариант для тренировок именно по теснению. То есть здесь, ну, по сути, скоба и кусочек кожи, да? То есть основной акцент идет на теснение. Кожа толщиной 2 мм. Покупал я ее в магазине АТК. Есть у меня еще 3,5 мм, показывал ее в ролике. Очень хорошее качество кожи, хорошо теснится. Кстати, если брать, допустим, смотреть на разницу, то вот на этой коже теснение, оно получается более глубже, и как-то, если сравнивать, то здесь вот форма, она как-то более явная, да, вот то, что продавливаем. На более тонких кожах теснение, оно выглядит не так объемно. Значит, что я делал с кожей? Предварительно ее замачивал минут на 15, и потом давал, ну, где-то часа 3-4 высохнуть, и она при этом не полностью как бы высохла до того состояния, которое было мне нужно. Но все равно теснение получилось. Еще как бы при теснении я ничего не подклеивал наизнанку. Посмотреть, насколько же увеличится деталь, насколько она расширится при работе штампами. Изнанку я сразу же загладил с клеем КМЦ, вот, но ничем не покрывал, потому что потом, после теснения, если мы будем заглаживать изнанку, мне кажется, это может немножко как бы повлиять на рельеф. Ну, не знаю. В общем, все равно получилось, как бы изнанка заглажена. То есть все получилось нормально. Дальше. Дальше сделал разметку. Вот, выделил участок, который нужно было затеснить. Есть у меня такой кризер, отступ от края здесь 4,5 мм. Особо нигде его не использую, потому что это как бы там для прошивки отступ большой, вот, а для такой как бы прошивки, как я рассказывал, чтобы между двух линий шел шов, этого недостаточно. То есть там нужен где-то 5 мм, а здесь 4,5, ну чуть-чуть не хватает, в общем, мне. То есть я его практически нигде не использую, а вот в таких случаях мне показалось удобным. То есть я его не нагревал, просто как бы на холодную, так как кожа у нас, она, ну, была подготовлена для теснения. В общем, я эту линию просто протеснил, продавил кризером с расстоянием 4,5 мм от края. С учетом того, что я ее как бы не буду потом прошивать. И вот в этом месте нужно было тоже сделать линию. Кризером, понятное дело, что здесь не за что зацепиться. Кризером не получилось бы сделать. То есть у меня есть еще такой вот инструмент китайский. Сейчас, если получится быстренько показать, это вот набор из 3 штучек, китайские. Качество ужасное, вот, но я решил не выбрасывать, я попробовал обработать на очень мелкой наждачке. То есть я сначала всю поверхность зачистил на мелкой наждачке, а потом полирнул пастой Гои, и теперь этот инструмент пригоден к работе. То есть все вот эти поверхности рабочие, они очень гладкие, и я теперь могу применять данный инструмент в работе. Ну, в частности, как бы я даже не знаю, как это назвать. То есть я вот здесь проделал линию, как, допустим, стилусом можно было бы. Но стилус у меня, по-моему, там он очень такой узкий, потоньше, а здесь вот как раз получилось очень похоже на ту же линию биголки. Вот. Дальше сделал по диагонали линию для как бы старта работы с корзинкой и бил от центра. Вот, начал, поставил центральную, и от нее уже по линии сначала сделал центральную как бы линию, и потом цеплялся за предыдущий как бы оттиск и работал этой корзинкой. Корзинка и вот этот вот штамп фоновый, это у меня штамп от Сергея Нескромного.
делал обзор, очень крутые штампы и делают классные оттиски, такие четкие. Ну, в общем, работать этими штампами одно удовольствие. Вот. Значит, прошелся сначала я корзинкой, потом, ну, здесь поочередность, то есть корзинка, можно было первую одну сторону я дальше от края вот этим фоновым прошел, а вторую сторону сначала поднял вот в этих местах, сделал такие подъемчики, а потом уже прошел фоном, то есть так было более правильно, на мой взгляд. Это штамп у меня японский B60, очень нравится в работе, и он у меня пока один, но там есть разные они ширины, я, наверное, себе еще закажу. В общем, такие тоже как-то не помню, как правильно их называть, я еще в терминологии не разобрался. В общем, они вот поднимают такие участочки там на листочках, на цветочках, и в данном случае я захотел применить, попробовать поэкспериментировать, что с этого получится. Вот с как бы корзинкой тоже прикольно получается, добавляется какой-то дополнительный объем. Вот. Но здесь тогда возникают сложности при окрашивании, потому что вот эту каждую ячейку, канавку, ее нужно еще наполнять краской, а потом оттуда сложно краску как бы убрать. В общем, в этом была некая сложность. Ну и все, собственно, сделал теснение. Дальше окрашивание. Окрашивал краской от EXI. У меня нету сейчас специальных каких-то средств для окрашивания. То есть я работал тем, что есть у меня в наличии. Краска от EXI Best Coat Dye, по-моему, называется, если я не ошибаюсь. Вот. Она как Best крем, только крем он такой более густой, а эта краска получается с тем же эффектом, но она более жидкая. Вот. И ее было удобно нанести, как бы забить вот эти все ячейки, впадинки, там, заполнить этой краской и дальше вот вытер. Понятное дело, что окрас получается более однородным, нету как бы такого объема, наверное, как в работе с антикпастами, когда более выпуклые детали мы протираем, и они осветляются, и тогда получается еще дополнительный объем на картинке, вот, на нашем изделии. То здесь как бы все окрасилось более однородно, и добиться такого дополнительного объема не получилось у меня. Возможно, это нужно экспериментировать, возможно, какие-то способы там протирать влажной тряпкой, там еще что-то, допустим, делать. Есть видео, протирают просто обычной там резинкой какой-то, что-то стирают. Ну, в общем, у меня пока времени еще не было поработать с окрашиванием. То есть вот, получилось как получилось. И то же самое нанес краску на изнанку. Вот, изнанка — это, наверное, то, что наиболее мне не нравится в подобных изделиях, вот именно в однослойных, после теснения, да, то есть она получается такая пятнистая, неравномерная, окрашивается как бы плохо, то есть я ее как бы загладил, потом нанес кремообразную аппертуру, но все равно как-то вид на самом деле у этой изнанки не очень. Если, допустим, лицевая хорошо теснена и выглядит более-менее красиво, то с изнанкой здесь, конечно, ситуацию нужно как-то решать. Может, в дальнейшем что-то придумать, чтобы она была более симпатичная. И финальная операция — это установка самой скобы, то есть вот этой металлической части на кожу. Здесь тоже как бы ничего сложного. Вот, главное правильно, ровно сложить наш кусочек кожи, чтобы именно посредине мы установили этот металлический такой зажим. Вложил эту часть между двух капролуновых плит для того, чтобы давление по вот этой вот линии было равномерно. То есть если мы, допустим, будем зажимать какими-то пассатижами, то
Ну, это будет видно, вот в этих местах будут такие вмятинки. То есть желательно, если сделать так красиво, чтобы все было ровненько, нужно давление делать равномерное по всей вот как бы длине данной детали. И все потом, ну как бы сама зажимал, когда была установлена вот эта вот проволочка, да, которая будет нам держать купюры. Вот, чтобы потом не было никаких проблем с ее установкой сюда. По этому прижиму все. Буду дальше изучать тиснение, делиться на канале. И надеюсь, эти видео будут для вас полезны. Так что ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.